Доктор Гутник, приедьте в больницу, доктор Гутник, приедьте в больницу, доктор Гутник, приедьте в больницу. Масштаб трагедии. Какое будущее? Они когда-нибудь могут от этого избавиться? А потому что мы живем в Израиле. И услышал вопли соседей, которых убивают. Я не знаю сказать, а почему так, а потому что вот так. Мамочки закрывали рты детям. 3 дня. Это дети, которые были внутри. Это дети, которые видели, к огромному моему сожалению, все. С 7 октября утро. Где оно тебя застало? 7 октября утро меня застало в путешествии по пустыне на джипах. Мы с друзьями выехали на джипах. Мы туда приехали ночью. Посидели, отдохнули. А утром в 6 утра, помню, примерно в 6 это было, мы проснулись от канонады. И у нас раньше всегда были проблемы с бомбардировками, с ракетами. Но это обычно так. И тишина. И там полетел наш железный купол. А тут мы проснулись. Трах-т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 ах. Я говорю, ребята, это канонада. Мне говорят, да какая канонада? Ну какая в Израиле может быть канонада? Я говорю, ребята, это канонада. Я говорю, не, поехали кататься дальше. Поехали дальше кататься, собираемся, кофе попили, поехали кататься. Я говорю, не, ребята, если это канонада, я должен ехать в больницу. Интернета там не было. Мне пришлось чуть-чуть отъехать, посмотреть, чтобы появился интернет. И тут я смотрю, что в телеграм-каналах, потому что это был праздник, я подчеркиваю, это был еврейский праздник, когда нигде ничего не работало. Ни новостей, ничего. И тут в телеграм-каналах вдруг начинают появляться о террористических атаках. Ну окей, террористические атаки это то, что нам очень известно. Но когда это продолжается канонада, потом начали появляться сообщения о прорыве террористов, я говорю, ребята, я поехал в больничку. Я поехал в больницу, собрался и поехал в больницу Линиада. По дороге с юга я видел пожары. Я видел, трассы пустые были, потому что это праздник. И не было людей. Но я вдруг начал видеть пожары и канонады. Было очень страшно, потому что я первый раз попал в подобную ситуацию. То есть раньше я видел вот эти специальные операции, которые у нас были. Но это совсем не то ощущение, когда это то, что было 7 числа. Вот. Жена не отвечает, очень страшно, потому что спит, праздник. Я еду в больницу, приезжаю в больницу, посмотрел, что все нормально, кто приехал, кто находится, что делает персонал. А почему ты в больницу поехал? Потому что по моей работе, если есть какой-то случай типа террористического акта или что-то в этом роде, то мне на телефон приходит сообщение: доктор Гутник, приедьте в больницу, доктор Гутник, приедьте в больницу, доктор Гутник, приедьте в больницу. Если я вижу, что что-то такое произошло, то я сразу еду в больницу. Посмотреть, что все хорошо, как происходит и так далее. Вот. Ну, понятно, что и персонал был очень в страхе и тревоге, потому что некоторые люди просто были проблемы с работой, с выходом, никто ничего не знает, всем страшно, у всех... Я потребовал выключить телевизоры, потому что когда начались вот эти вот постоянные телевизионные передачи о том, что там происходило, это совсем детям не надо видеть.
было, и родители входили в тревогу. Мне пришлось объяснить родителям, что не надо сидеть при детях, которые в больнице, не надо сидеть в телефонах, потому что все слышно, все видно, все эти съемки в телеграм-каналах, все... А в какой момент ты понял, что произошло все-таки масштаб трагедии? Это ты уже в больнице был? Или это чуть позже? Это было позже. Никто не знал. Это был праздник, никто ничего не знал. Все религиозные молятся. Больница у нас религиозная. Это праздник Симхат Тора, это праздник веселый. И поэтому представить было невозможно о том, что происходит. К нам не повезли в тот момент, Мефуним – это беженцы, наверное, слово. К нам беженцев еще тогда не повезли еще в тот момент, это потом было. В прошлом только начинались проблемы рядом с Газой. Ко мне всегда гораздо больше детей везли со Сдерота и со всех кибуцев рядом с Газой. Ну, везли, окей, лечили, но масштаб трагедии, именно трагедии, и то, что это другое, я увидел где-то к концу первого месяца, когда ко мне повезли детей. Это какого числа тебе первых детей повезли? Можешь вспомнить? Я не могу точно сказать, когда это было, потому что у меня очереди довольно большие. Но когда начали заполняться гостиницы в Натании, и когда я начал говорить социальным работникам, что если что-то происходит, я здесь, вот мой телефон, я могу посмотреть детей и так далее и тому подобное. Это где-то было на второй, третьей, четвертой неделе с момента того, как их начали сюда заселять, в гостинице. Даты не помню, но вот когда ко мне повезли детей, и когда я начал разговаривать с детьми, вот, к сожалению, тогда я начал понимать масштабы трагедии. Тебе привозили детей, которые выжили 7 октября, если я правильно понимаю, которые были свидетелями того, что происходит, и остались живых, и их повезли к тебе. Не то, что их везли ко мне советоваться родители, их направляли ко мне социальные работники. Это дети, которые были в кибуце Бери, это дети, которые были в Сдероте, это дети, которые были в Офаким. Это дети, которые видели это все. Не так, как я это объезжал на джипе. Это дети, которые были внутри. Это дети, которые видели, к огромному моему сожалению, все. Поэтому, когда я сижу, опять же, я детский психиатр, и я много чего слышал в этой жизни, я много чего видел в этой жизни, я многих детей смотрел со всеми историями, но то, что я услышал от детей, то, что я увидел реакции этих детей на то, что произошло 7 октября и дальше, это очень отличалось от того, когда ко мне возили детей с посттравмой, когда обстреливали эти кибуцы и Сдерот ракетами, эти бумы были, и Цева Адом. Это совсем не то, что было в этот раз. А сколько детей через тебя таких прошло? Я думаю, что речь идет о десятках и десятках детей.
Я не могу говорить о точных цифрах, но речь не идет об одном ребенке, речь не идет о 2 детях и речь не идет о 10 детях. Я все время был на связи с мифуним, это беженцы, из всех кибуцев и поселений рядом с Газой, которых перевезли в гостиницы. Мне звонили, когда были изменения в поведении, ко мне родители обращались постоянно, я работаю с купат-хулимами, и поэтому я видел много детей, и я хочу это подчеркнуть, я продолжаю видеть этих детей. Это не то, что я посмотрел ребенка, диагностировал и на этом назначил лечение, и на этом вопрос закончен. К сожалению, довольно часто я продолжаю видеть этих детей. Ко мне продолжают вести те случаи, которые, ну скажем так, те случаи, которые не получили лечение или ухудшилось состояние детей вот в последнее время. Поэтому 7 октября – это та дата, которой я продолжаю работать и которая, к сожалению, когда ко мне привозят ребенка, которого я вижу первый раз, я спрашиваю в проверке, помимо всех вещей, которых я спрашиваю, там, школа, настроение, да, откуда ты приехал? А не приехал ли ты из кибуца и кибуцев рядом с Газой, из Деротов? А где ты был 7 октября? А самое главное, что сейчас всех беженцев практически вернули назад, там, где они живут. И поэтому они все слышат бумы. Причем это не те бумы, которые слышим мы, там, или слышали мы, там, когда летит ракета и где-то там ее сбил железный купол. Это когда прилетают наши ракеты по Газе. Замечательно это слышится. Речь не идет о том, что к нам летит, потому что к нам уже очень мало летит. Очень-очень мало летит. Ну, мне же рассказывают там. Речь идет о том, как бумкает у них внутри. Надо подчеркнуть, что уже прошло, это 10 месяцев. Сейчас август, продолжают вести. 10 месяцев, и дети до сих пор, тебе привозят этих детей, и они продолжают лечение до сих пор. А каким образом тогда дети, которые там пострадали, почему они снова там? То есть, я же так понимаю, у них какие-то проблемы возникли психологические? Ну, потому что людям надо что-то кушать, людям надо где-то жить, детям надо учиться в школе. И когда семья живет в Сдероте, и ребенок мне рассказывает, как выглядел фасад дома, как выглядел фасад гостиницы, куда его первого привезли. То есть посттравма – это… Ну, я полшага просто объясню, что такое посттравма. Когда человек пережил травму, это не то, что поругались в семье. Это не то, что выгнали с работы. Это травма, которая, я попытаюсь очень просто это объяснить, это травма, которая представляет угрозу для жизни ребенка или близких его опекунов, папы и мамы. Поэтому, когда ребенок развивает посттравму, то я это объясняю детям со словами, что такое немедленная память. Немедленная память – это когда, вот я спрашиваю, например, я могу вас спросить, что вы кушали сегодня на завтрак? Помните? Что? Да, я помню. Помнишь? Конечно. Вот. А вчера помнишь? Да. Помнишь. А месяц назад?
Ну, плюс-минус, наверное, да. Примерно. Примерно. Но ты не помнишь Не, точно. Не, деталей нет, конечно. Так вот, посттравма – это тогда, когда травма была сегодня утром. То есть ребенок сегодня утром слышал вопли убиваемых соседей. Подожди, ты имеешь в виду это вот сегодня? Прошло 10 месяцев? Я объясняю травму. Что такое травма? Травма – это тогда, когда ребенок пережил такое событие, которое у него отпечаталось в немедленной памяти, в кратковременной памяти, давайте так скажем. Я просто хочу понять, и он каждый день испытывает одно и то же? Каждое утро, а вот представь просто, что каждое утро ты с утра проснулся и услышал вопли соседей, которых убивают. И тебе приходилось убегать из Сдерота, а вслед стреляли. А после этого тебе надо днем поехать позавтракать, забрать ребенка со школы, поехать на работу, сделать все другие дела. И от тебя продолжают требовать: а почему ты плохо работаешь? Почему ты во время, когда тебе надо забирать ребенка, думаешь о чем-то другом и так далее? Так вот, определение травмы, то, что я объясняю родителям, и то, что я объясняю людям, что травма у этих детей произошла сегодня утром. Мне дети помнят, в какой одежде они были одеты, какие машины стояли на улицах, какой запах был в комнате, какие матрацы, какого цвета лежали матрацы в мамадах, ну, в бомбоубежищах, тогда, когда они сидели закрытые в бомбоубежищах, а вокруг их стреляли. И поэтому то, что произошло 10 месяцев, мы говорим, ну, 10 месяцев произошло. Но те, кто развил посттравму, а травма там была тяжеленная, там дети видели трупы на улицах, у них это происходит сегодня с утром. И поэтому ожидать от них, что в течение часа, двух, трех у них все наладится, этого не будет. Им тяжело учиться, им дико тяжело учиться. Им дико тяжело успокаивать себя. Им дико тяжело общаться со сверстниками. Потому что с утра они еще писали в чемоданы в Сдероте, тогда, когда 7 октября было. Вот. Это они каждый день, вчера, сегодня, каждое утро видят... Каждый день они переживают то событие, то 7 октября, оно с ними. Более того, когда они слышат бум, это им все возвращается. То есть они живут в том же месте, по идее, где они пережили эту травму. Со временем, да, мы знаем, что течение посттравмы, оно очень часто приводит к тому, что вот эти воспоминания, страшные сны, избегание того места, где все это произошло, оно переходит в другие симптомы. Детям тяжело сосредоточиться в школе, дети реагируют на любой звук вспышками гнева, страха и замирают. Дети плохо спят. Вся симптоматика общего уже плана, плохое настроение, но есть четкая разница между ребенком до 7 октября и ребенком после 7 октября. То есть ребенком до травмы и ребенком после травмы. Потому что когда ко мне приводят ребенка, кстати, есть еще разница в возрастах. Приходят ребенка, привезли ко мне ребенка, иногда просто семьями возят. Так вот, когда ко мне привезли ребенка дошкольного возраста, и он стоит замерший в углу,
и не реагирует ни на меня, ни на папу. Я как-то пытаюсь его спросить, как дела, как зовут, что делает. А он стоит и не реагирует. Я говорю, скажите, а что-то ребенок диагностирует, что-то было, когда это началось? Я первый раз вижу ребенка, что ребенок не сотрудничает. А папа мне говорит, 3 дня в здороте. И я говорю, а до этого? Он говорит, а до этого замечательный ребенок, ходит в детский сад, все хорошо, общается, играется и так далее. А после этого... Это он как бы ушел в себя или как это называется? Я не буду говорить вот этих терминов психиатрических. Каждый возраст реагирует по-разному обычно на тяжелую травму, но я не говорю о детях, которые уже могут рассказывать то, что было. Я дал замечательные примеры, как дети писали в чемоданы, потому что боялись выйти из комнаты, из бомбоубежища. Вот. И когда я все это продолжаю видеть, когда они ко мне все продолжают приезжать, когда я пытаюсь организовать им то, чтобы хоть как-то они могли выйти вместе с родителями через «не хочу», организовывать поездки, организовывать что-то, чтобы у них было, они продолжают возвращаться в вздрот и слышат бумы. А мама сама сидит замечательно на антидепрессантах уже, потому что мама тоже при этом всем присутствовала, то как-то... 10 месяцев дети в таком состоянии, они проходят лечение. Я все не понял до конца, почему они живут в тех же местах, где они были свидетелями вот этих вот зверств, они слышат эти бумы, то есть почему они живут там, и лечение, оно не бесполезно в таком случае? А почему дети с севера, когда я принимаю детей на Голанах, продолжают жить на Голанах, почему дети на севере должны обижать танк, когда они едут к себе в село? Почему у них стоят огневые точки на всех перекрестках, и когда ты сидишь на Голанах, у тебя, если есть свободная минутка тихая и ничего не бумкает, это значит, что что-то не то происходит, и все сидят с оружием? А потому что мы живем в Израиле. Я не знаю сказать, а почему так, а потому что вот так. И поэтому, когда я пишу письма, что дети должны учиться в школах для детей с душевными проблемами, а мест нет. Дети должны получать психологическую помощь, а достаточного количества психологов в Купат-Хулимах нет. Я не говорю о том, что я всегда говорю, что где Офаким и где Натания. И они через все пробки едут ко мне. Потому что знают, что надо лечить, надо писать письма, надо помогать этим детям медикаментозно. Но когда ко мне приезжает семья с 4 детьми, 2 родителей, 3 детей выходят на антидепрессантах, а мама уже глубоко сидит на антидепрессантах, приходится просто папу отзывать в сторону и говорить, что папа, это все как-то на тебе, включая то, чтобы как-то функционировала мама. Ты сказал, дети начали рассказывать, что они видели и слышали. А ты можешь поделиться рассказами детей? 2 или 3 дня люди сидели в бомбоубежищах, закрытые. Выйти они не могли. Они ссали в чемоданы. Они, они слышали, они закрывались. То есть они падали под кровати, закрывались, чтобы их не слышали.
Мамочки закрывали рты детям. 3 дня. 3 дня. И когда они пытались убежать, я тебе рассказывал, вот эти истории, которые мне рассказывали, что они лежат в этом, они слышат крики, мама бьется в истерике, дети лежат на полу замершие и так далее. Ко мне приходили дети, то есть вот когда я ребенка увидел 4-5 лет, который вот ушел в себя, это был самый младший у меня ребенок, то, что ты можешь рассказать, у меня были дети, которым там по 17 лет, которые кто-то в дверь стучит, они залазят до сих пор под кровать. До сих пор это происходит? Да, конечно. В 17 лет? 17 лет. И как-то же им надо, а девочки, которым надо в армию идти, и которые приходят ко мне и говорят куда угодно, кроме наблюдательниц. И когда я говорю, так а может что-то как-то с психологом армейским поговоришь, там же армия будет и так далее. Она мне говорит, я туда не пойду. Куда угодно, кроме наблюдательниц. Подожди, а с такой травмой детей берут в армию? А вот у нас такой закон в стране, То есть? что если у ребенка есть посттравма, то, конечно, он продолжает лечиться и так далее. Я ему пишу, не подходит для службы в армии, его смотрит потом армия, и обычно это все проходит как, что это убирают. Если ребенок нигде не лечился, или у него были как-то, что это все равно у каждого ребенка есть возможность как-то пережить травму. Есть дети, которые пережили ее, есть дети, которые не пережили ее. То есть, скажем, дети, которые развили посттравму, дети, которые не развили посттравму. Но если, например, они не развили посттравму, то это довольно, скажем так, довольно сильное эмоциональное развитие, нормальное эмоциональное развитие, нормальная семья и так далее и тому подобное. Это не, скажем так, они не развили сильные симптомы посттравмы. Они их могут развить и в армии тоже. Они получат какую-то вторую травму, которая напоминает им то, что они пережили, и они получат полную развитую картину посттравмы. Так а дети, которые вот пережили 7 октября, они вот с посттравмой, это излечимо или это на всю жизнь? Смотря как этим заниматься, смотря сколько вкладываться в учебу, сколько вкладываться в психолога, смотря как помогать родителям и так далее и тому подобное. То есть, если это очень много денег стоит, очень многие дети у меня получили из резкого ухудшения функционирования письма на пенсию ребенка-инвалида и так далее и тому подобное. То есть дети инвалидами стали? Да, конечно. Знаешь, что в мире, вот то, что касается информационного фронта, сколько говорят про 7 октября, что это фейк, что это выдумка, что это все подстроено. Но вот человек, который знает и работает с детьми, которые все это пережили, мне вот интересно, что ты про все это думаешь? Какая твоя реакция? Может, ты просто хочешь сказать что-то миру на это все? Знаешь, я человек, который тоже, скажем так, тоже с возрастом у меня меньше вспышек гнева. Иногда я могу, скажем так, и поговорить плохо, и голос поднять, тяжело. Но когда после всего того, что я слышу, но с другой стороны, я хочу подчеркнуть, когда я читал лекции, и когда я читал лекции и в нескольких местах, где я их читал, это был персонал, который состоял из арабов и из евреев. И когда я просил рассказать, какие были чувства, мысли, кто что делал израильских арабов, то для очень многих граждан Израиля было тоже очень удивительно для них и очень странно для них было слышать и видеть
про все те страхи, которые есть у арабских граждан, у граждан Израиля, которые тоже были при всем этом. Про все те мысли о безнадежности и непонятности, что здесь будет происходить. Потому что я хочу напомнить, что те, кто бежал из Газы в Сдерот, они как-то не смотрели, ты еврей или араб. Они всех убивали, кого не видели. Поэтому все, кто живут здесь у нас в Израиле, подавляющее большинство, очень подавляющее большинство, они понимают, что мы живем в одной лодке. А те, кто говорит, что это все фейки, я, ну, скажем так, я человек спокойный, но мне очень тяжело будет не отреагировать человеку в лицо, когда я услышу о том, после того, что я вижу, слышу, знаю, и продолжаю делать, что это вранье. Потому что, к великому сожалению, это нет. Поэтому я и прошу вот как-то людей, которые поумнее меня, вот там в правительствах сидят, которые сверху сидят, как-то, чтобы они сделали так, чтобы нам не рассказывали о том, что мы живем в Израиле, поэтому, а вот так. Поэтому вы возвращаетесь назад жить туда, где бумкает. Поэтому нас все время хотят разбомбить, поэтому нас все время хотят убить, поэтому, а вот так. Очень тяжело мне лечить этих детей. А вот дети, ты вот о которых рассказал, которых каждый день, каждое утро одно и то же воспоминание. Ну, это не каждое утро, я имею в виду, что я просто как пример это привел, что... У них вообще какое будущее? Они когда-нибудь могут от этого избавиться? Это на сколько лет у них теперь? Как это происходит? Насколько это может еще продолжаться у них? Я не вижу сейчас, что есть какие-то системные подходы, которые могут системно заниматься подобными детьми. Когда у нас каждый раз продолжают угрожать, что не откроются школы 1 сентября, когда у нас в Купат-Хулимах принимают только клинические психологи, и очередей и психологов нет, когда у нас детские психиатры, их можно пересчитать на пальцах одной руки, ну или двух рук, и мы все друг друга знаем. Когда у людей, у родителей проблем с работой, и никаких особых возможностей оставить Сдерот у них нет. Когда уже год дети не живут в Кирьят-Шмоне, и никто не обещает им вернуться назад, то о каких положительных прогнозах здесь можно говорить? А как это можно строить, о каких положительных прогнозах здесь можно говорить? И все-таки, на твой взгляд, что надо поменять, что надо сделать в стране, возможно, чтобы дети, которые пережили вот это 7 октября, чтобы им стало легче дальше жить и жилось вообще дольше? Что-то можно с этим сделать? Я думаю, что не что-то можно сделать. Есть вещи, которые обязаны сделать. Я вот говорю, те, кто наверху сидят, должны вкладываться деньги в образование. Образование детей, которые прошли эту травму. Должны вкладываться деньги в психологов, чтобы не падало на родителей оплата психологов. Да, действительно, есть амутоты, которые занимаются помощью таким детям. Есть группы психологов, которыми этим занимаются. Но это все должно быть с государственной нормальной поддержкой, с государственной нормальной программой. Учить психиатров нормально, чтобы их были нормальные
очереди доступные, в доступной близости, помогать родителям вернуться на работу, заниматься. Это все до такой степени глобальные вопросы, что сказать сейчас вот одним пальцем это сделать я не могу. Но сейчас я могу подчеркнуть одну очень важную вещь. Невозможно заниматься психологической помощью этим детям по законам, которые были приняты десятки лет назад. Нам надо менять определенные законы, которые дадут возможность давать помощь таким детям и взрослым, которые это пережили, не только на основании законов о психологической помощи, которые есть сейчас. А ты видишь попытки вообще на государственном уровне, что кто-то пытается эти законы поменять сейчас? Или сейчас все в режиме войны? Ну, вот это, к и считают, сожалению, что это да, вообще это, к не сожалению, важно? самое простое объяснение. Мы в режиме войны, поэтому мы ни о чем не говорим. И это самое простое объяснение, что у нас денег нет, у нас все деньги ушли на войну. А потом меня спрашивают, а почему 10 месяцев прошло, а дети еще страдают? Потому что у них помощь-то, скажем так, спасение таких детей – дело рук родителей этих детей. Поэтому я, к сожалению, пока не вижу, но, может быть, что-то поменяется. Может быть, что-то поменяется. Я не могу делать, что менять, но это должно быть, вот, чтобы донести до врачей, до... Это вне зависимости от того, какой это сектор населения, религиозные арабы, друзы, нерелигиозные, чтобы они все знали о том, что государство этим занимается систематично, а не что каждый хватается за что-то свое, и потом, к сожалению, это продолжает падать на родителей, и поэтому опять мы говорим о прогнозе этим детям. Вспомнить, о чем они думали, и что они чувствовали, и что они делали 7 октября и 8-9, потому что их затопляет страх. Страх, который их просто не убивает, а вот, как это сказать, Ляштик, он, что вот они просто вот замерзают и замирают и не могут ничего делать. Это то же самое происходит, например, с детьми. Это одна из реакций у детей на вещи, которые им напоминают, или какие-то, скажем так, вещи, которые им напоминают ту травму, которую они пережили.